Всем привет! Это Индонезия, остров Бали. Я приехал сюда вчера, поселился на пляже Санур. Здесь люди встречают рассвет на этой стороне. На стороне Кута встречают закат люди. Кута западная сторона, а эта сторона восточная. Пляж Санур, как и все пляжи на Бали, имеет свою специфику. Одно из основных преимуществ этого района – это его универсальность расположения. Отсюда на байке по прямой трассе можно съездить в Убуд, при этом недалеко до аэропорта и южной части острова, где расположен район Нуса-Дуа, а также относительно близко до западного побережья, где расположен курорт Кута и различные ночные заведения. Так я и сделал. После заселения вечером прокатился на западное побережье и поужинал там. Приехал в Куту. Миллионы разных заведений. Прямо на каждом шагу просто вообще. Какие-то пустые, какие-то не очень. Проезжал мимо. Ресторан называется Ромео. Решил тут поужинать. Не ел вообще весь день. Обычно не заказываю такое. Заказал стейк, рибай, средней прожарки, макароны с сыром и соус. Ну и пиво. Короче, пиво, текилу для разогрева. Ладно, начнем с текилы. Вот такой вот стейк, макарошки с сыром и соус, винный соус со сливочным маслом, с луком. Вина особо не чувствуется. Да, средней прожарки, medium rare, с соком, с этим, с мясным, с кровью. Выбрал самый дешевый отель, ну, конечно, вообще, отель, конечно, совсем не очень. Такой номер мне тут выделили, без особых прикрас. Ну, кстати, сам номер неплохой, в принципе, за эти деньги. Ну, просто вообще одно окно выходит на непонятные крыши куда-то. Здоровенная кровать, какой-то телек, столешница с зеркалом. Все максимально просто. Шкаф. Но туалет, конечно, не очень. Здесь горячей воды нету. Поспать, переночевать. Я думаю, что я здесь пару ночей. Дальше уже поеду в другое место. Отель вот называется Sunrise Hotel. Короче, кроме себя, постояльцев я видел, наверное, человека 3. Хотя здесь двухэтажный отель, достаточно большой. Тут даже бассейн есть у этого отеля. Такой вот. Покупаться в нем не получится, конечно. Ресепшн. С виду кажется, что неплохой отель. Но на самом деле вообще так себе. Санур – это очень тихий и спокойный район, без шумных клубов и ночных заведений. На побережье расположены различные отели. Можно снять как индивидуальное бунгало, так и заселиться в большой отель. Или подыскать себе какой-то дешевый вариант, как это сделал я. Еще здесь на побережье есть специальный свадебный бриллиант. Не все хотят устраивать свадьбу в жару на песчаном берегу, так что такая альтернатива с видом на море и кондиционером очень даже кстати. Море здесь спокойное, у берега мелко, дно местами илистое. На пляже построены специальные площадки-волнорезы, поэтому волн никаких нет, как на других пляжах. Лежачки здесь стоят 50 тысяч.
Вообще, этот пляж идеально подойдет для больших семей с детьми, где можно, не боясь, оставить детей купаться на безопасном побережье с бабушками и дедушками, а самим поехать на байке и исследовать другие части острова. В Сануре есть небольшой порт с катерами. Здесь можно взять экскурсию на остров Нуса-Пенида или Нуса-Лимбанган. Кстати, Санур – это самый первый курорт, который появился на Бали. Зайду покушаю. Тут одна из кафешек прямо на пляже с такими прикольными столиками в виде лодочек. Такая оформленная, интересная кафешка. Как же она называется? Сигара. Вот такой вот кровь дракона. Здесь в составе арбуз, огурец и лайм. Странный вкус. Вообще прикол. Я бы даже соли сюда добавил и перца. Необычное сочетание. Надо взять на заметочку такой состав. Вот такую пиццульку принесли. Это вообще хорошо, что не стал суп заказывать. Опять я голодный. Хочу тут назаказывать всякого. О, тепленькая. Да. Конечно, здесь на Бали не дешево, в принципе. Но пицца стандартная везде стоит. Вот. Эта пицца примерно вот так и стоит. С самого утра не ел. Вот так вот. Тут бекон, грибочки, сыр, соус. Соус, кстати, вот такой вот, как типа болоньез. Меня радует, что я не один здесь, а со своими телезрителями. Хоть можно с кем-то поговорить. Заказал еще апельсиновый сок. Это не натуральный сок. Вот такой вот пляж Санур. Сейчас поедем на другую сторону, на западную сторону. Кута, Семеньяк-Бич. Там, конечно, совершенно другой пляж, огромный и куча туристов. Сейчас как раз все это и посмотрим. Ну вот и приехали мы на пляж с другой стороны острова. Здесь до хрена народу реально. Кута – это курортный город на юго-западном побережье Бали. Там множество магазинов, заведений, ночных клубов и длиннющие пробки. Пляжи переходят один в другой по побережью. Я даже не знаю, как они разграничиваются. По сути, это один большой длинный пляж. Это пляж Кута, пляж Легиан и пляж Семеньяк. Волны здесь большие, раскатистые, и можно серфить, как и на многих пляжах на Бали. В отлив до воды тут можно далеко идти, а в прилив она ощутимо сужает пляж. Охренеть! Море так далеко, песочек везде такой влажный, то есть здесь отливы и приливы получается, что очень далеко проходят. И волны реально, вот чтобы до моря дойти, просто до воды, надо вот далековато пройти. За счет этого получается такой огромный широкий пляж. И на этом пляже все встречают закат. Я уже здесь был, мне поэтому особенно приятно здесь прогуляться второй раз, потому что я был здесь.
Здесь много школ для серфинга и везде дают доски на прокат. На этом побережье не самые большие волны и как раз подходят для начинающих. Садится солнышко. Я все-таки решился искупаться. Вода, конечно же, холодная сейчас будет. По всему пляжу расположены заведения, организованные прямо на песке, с веселой атмосферой и музыкой, а вечером где-то даже поют вживую. Поэтому пляжи здесь веселые и многолюдные. Отдыхает здесь преимущественно молодежь. Люди здесь остаются до вечера или приходят позднее, чтобы встретить закат на этом побережье. В прошлый раз, когда я здесь был с друзьями, мы весело провели время. Ребята покатались на бодиборде. Я поснимал. А потом познакомились с американскими туристками и встретили вместе закат в полюбившемся мне заведении Ла Планка Бич. Чё за зверь вообще? Т-Макс. Байк Т-Макс. Он такой здоровенный. Вот здесь вот у него какие-то переключатели. Это вообще что такое? Что за машина, блин? Т-Макс, Yamaha Т-Макс. NVX, огромный байк. X-Max еще больше, а это вообще лимузин. Огроменный. Блин. PCX вообще смотрится малышом по сравнению с ним. Хотя когда-то казался огромным байком для меня. PCX реально в 1,5 раза меньше, чем этот Т-Макс. Смотрите, вода, которая была так далеко, и так далеко надо было идти, я показывал. Она вот здесь вот, прямо вот у подножия всех движух. Прилив сейчас, и прилив такой серьезный, даже все столы убирают. Ну и тут вот были столы даже на этом месте, и можно было вообще сидеть. Короче, пляж становится намного уже. Офигеть. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите другие видосы и пишите комментарии, мне будет очень приятно. Отвечу на любые вопросы, задавайте. И советую вам на Бали съездить. Я был здесь, ну и всем советую, конечно же, да. Приезжайте, классно.